Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на расклад. Сегодня наша тема «Вы, он и она». Мы посмотрим на мужчину, его отношение к вам, его отношение к другой женщине. И главным образом мы будем смотреть, почему же он мечется. Почему он мечется? Это его искреннее страдание и метание, или же ему так удобно? Может быть, он пытается таким образом усидеть на двух стульях? Все это мы будем смотреть. Конечно, расклад подойдет тем, кто находится в треугольнике, чем мужчина не может определиться, то он с вами, то он не с вами, то он с другой. В общем, такая у нас задача сегодня рассмотреть эту ситуацию. Давайте посмотрим на мужчину, что он из себя представляет именно в контексте отношения с вами, с другой женщиной, именно в контексте отношений. Что за человек, в каких он сейчас энергиях. Исполнять свои желания, делать все так, как хочется ему, ни в чем себе не отказывает, ни в чем себя не ущемляет, именно в отношениях. Может быть, по жизни такой человек. Очень большая доля эгоизма здесь есть. То есть вот так: я хочу, я делаю. Первое соображение — это соображение собственных удовольствий и собственного благополучия. С этим человеком может быть очень легко, очень приятно в отношениях, и он даже может что-то давать, и есть ощущение, что на самом деле он что-то может дать, приятные моменты, даже любовь, какую-то заботу. Но вот надо помнить о том, что в первую очередь он думает о себе. И если встанет вопрос, например, ему надо чем-то пожертвовать и в чем-то себя ущемить, или же выбрать все-таки себя, он выберет всегда себя. Вот об этом надо помнить. Мужчина-звезда. То есть он светит, но не греет. Это может быть человек талантливый, очень приятный в компании, он может на самом деле покорять своей харизмой, своим характером, но он не греет. Вот реально, он всегда держит какую-то дистанцию в отношениях. Никогда нельзя сказать, что вы его до конца поняли, узнали, что вы проникли к нему в душу. Нет, это всегда закрытость, и всегда на первое место выйдет все-таки его эгоизм. И здесь есть еще такой момент, знаете, мужчина, даже тогда, когда он дает, и кажется, что, ну вот смотри, мужчина же может, он многое может отдать в отношениях. Но на самом деле он все равно подпитывается. Все равно. То есть у него вот такой идет обмен. Я тебе это, ты мне это. Но это может проявляться по-разному в отношениях. Но вот все равно это чувствуется. Если вы честно вспомните все моменты ваших отношений, вы поймете, что ничто просто так не делается. Это всегда делается для того, чтобы взять. Даже когда он отдает, это делается для того, чтобы взять. Его не переделаешь, этого человека, потому что он звезда. Это его натура. Он считает, что ему все это положено по праву. И когда он берет, он это делает с абсолютно чистой совестью. Его эгоизм для него очень естественен, натурален. И он даже не думает, что он делает что-то плохое. Для него это абсолютно естественно. Ну, как для большинства эгоистов, в общем-то. То есть упрекать его, пытаться его изменить — это абсолютно бесполезно. Вот это такой человек. Как я уже сказала, он может быть очень харизматичный, очень талантливый. Он может обаять, очаровать. Особенно окружающие его видят таким. Вот когда ближе человека узнаешь, то ты понимаешь, что там не все так просто, не все так гладко. Но вот для окружения своего он такой. Он может очень красиво говорить, он может что-то обещать, очень многое даже обещать. Но это всегда когда-то потом, это всегда на каком-то расстоянии, эти его обещания. На деле, в реальности, да, он может что-то делать, он может даже чем-то помочь. Но это мелочи, это какие-то мелочи. А вот какие-то его важные, большие планы, обещания, они, как правило, всегда откладываются. Они никогда не сбываются вот сейчас, завтра. Это всегда когда-то потом. Всегда на большом расстоянии. Человек может быть реально от вас на расстоянии. То есть это могут быть отношения на расстоянии. Когда у вас идет переписка, общение через интернет. Может быть, вы таким образом встретились. То есть человек от вас далеко, вы как бы не можете его вот взять, да, и держать. Он все время как-то ускользает. Это может быть расстояние в километрах, или же это может быть расстояние чисто ментальное. Но всегда ощущение такое, что человек от вас или отдаляется, потом приближается, или же он все время такой неуловимый. В отношениях он может создать ощущение праздника.
Если вы встречаетесь, например, да, то он может сделать так, что все очень хорошо, очень запоминающаяся встреча. То есть, да, есть у него вот эта черта, которую он к себе привлекает, привязывает. Но по сути это, скорее всего, все поверхностно. То есть вот реальных каких-то действий. Сказать, что на него реально можно положиться, я не могу. То есть это больше такая видимость. Видимость праздника, видимость счастья. Не любит говорить о серьезных вещах. То есть у него все так: ну зачем сейчас об этом говорить? Ну зачем ты все испортила? Ну так же все было хорошо. Ну давай радоваться моменту. Вот жить сейчас, в моменте. Давай этому радоваться. Не надо, зачем ты загадываешь на будущее, зачем ты что-то спрашиваешь. Это все не важно. Все, давай будем счастливы сейчас и здесь. Вот такая у него политика. Что еще о нем? Да, человек может быть женат. Если вы смотрите на женатого, то да, ну или живет он с другой женщиной, вполне возможно. Если это ваш человек, с кем живете вы вместе, тоже может такое быть. И тоже, знаете, он вам не дает никакой конкретики, никакой определенности. В самые ответственные моменты он самоустраняется от разговора, от выяснения отношений, от каких-то реальных планов. Мужчина, вот здесь его показали, король жезлов. Ну, конечно, это очень харизматичный человек. Он может покорить вас, вашу душу, войти в вашу душу, да, и вы будете его любить, и любить бескорыстно. А он, в принципе, будет делать то, что он хочет. Он может вас любить тоже, да, он будет вас любить. Но это не будет любовь до гроба, это не будет всегда одинаково, это не будет постоянно, он будет очень переменчивый. Потому что он человек настроения. Сегодня он вас покорил, а завтра он отдалился. Сегодня он что-то пообещал, а завтра вы уже не знаете, он об этом забыл, или же это был обман, или же он все-таки об этом помнит. То есть это всегда, знаете, такая пороховая бочка. Я не скажу, что она очень неприятная, да, или опасная. Она скорее приятная пороховая бочка, но это все равно пороховая бочка. То есть вот вы с этим человеком находитесь в состоянии непонимания, что же будет дальше. И если вы хотите стабильности в отношениях, то в какой-то момент вы ее получаете, и вам может казаться, что да, отношения на самом деле стабильны, они как-то устаканились, наладились, или есть надежда на это. Но человеку очень быстро становится скучно. Вот в этой ситуации стабильности ему становится скучно. Ему это надоедает, ему хочется чего-то новенького, ему хочется каких-то импульсов, новых впечатлений. И он за ними куда-то мчится, стремится всегда к этому. То есть то, что хочется вам, ему кажется это слишком пресно все. Поэтому может быть такое несоответствие в ваших приоритетах, в ваших желаниях. Давайте посмотрим его отношение к вам. Его отношение к вам. Императрица сразу у нас вышла. Императрица. В любом случае, кто бы вы для него ни были, жена или не жена, ну, конечно, здесь есть любовь, преклонение. Вы для него очень важны. Вы для него важная женщина в его жизни, не какой-то проходной момент. Вы для него человек, который оказывает на него большое влияние. Вот отношения с вами для него важны. Вы оказываете большое влияние на него, вы имеете над ним власть. Даже если вам кажется, что власть вся в его руках, но на самом деле вы имеете большую власть. И, кстати, если вы этого не знаете, не чувствуете, то задумайтесь об этом, и вы можете это использовать. Потому что реально этот человек во многом зависит от вас, от вашего к нему отношения. Вы для него счастье, вы для него удача, вы для него женщина, которой он испытывает чувства, паш чаш. Но здесь, знаете, здесь идет вот такая цикличность. Цикличность отношений, опять же. То есть все меняется. Вот у этого человека все меняется. У него никогда нету и не будет вот этой стабильности, такой одинаковости. Ему важно, чтобы у него что-то было, какие-то моменты происходили в жизни, которые бы его заводили, которые бы давали ему какой-то допинг его чувствам, его эмоциям. Поэтому вот эта цикличность возникает в отношениях. И он это может так и испытывать сам. Мы же смотрим на его чувства к вам.
То есть сегодня он может пылать любовью и вообще валяться у вас в ногах и сказать вам, что вы единственная женщина в его жизни, а завтра он может охладеть. И вас это, естественно, вводит в ступор, потому что вам непонятно, как это так. Человек сегодня один, а завтра он другой. И тут может быть ощущение себя как жертвы. Да, ну вот смотрите. То есть вы зависимы от этих отношений, потому что вы зависимы от его метаний. Вы себя ощущаете как в клетке, и вы не понимаете, вам сейчас радоваться или же вам жить в предчувствии какой-то беды. Вы тоже подвержены эмоциям именно благодаря ему. То есть я бы сказала, что здесь такая двойная зависимость. У него от вас тоже есть зависимость, и у вас от него. Потому что каждый раз, когда он отдаляется от вас, куда-то исчезает из отношений, да, если, допустим, вы живете не вместе, он может пропасть куда-то, и все, вы лезете уже на потолок, или вы готовы биться головой об стену. То есть вы сразу начинаете паниковать, не понимать его и думать, что делать дальше. А он? А ему легко так поступать, потому что он знает, что он вас любит. Понимаете, даже когда он от вас отдаляется, даже когда он вас оставляет вот в таком непонятном состоянии, он знает, что он вас любит, он знает, что он вернется. У него нету никаких переживаний, метаний на этот счет. Он для себя уже решил, что вы очень важная женщина в его жизни, императрица вы для него. И поэтому он может себя вот так вот вести, волнообразно, да. То я с тобой, то я не с тобой. Сегодня у меня такое настроение, а завтра у меня другое. Ушел, вернулся. Но все равно же я тебя люблю, он говорит. Я же вернулся к тебе, я же тебя люблю. И он в этом уверен, поэтому у него нету таких метаний, как у вас. Нету вот такой болезненности. И тут еще, кстати, может быть манипуляция. Если здесь манипуляция. Человек умеет манипулировать. Он научился, он очень хорошо понимает женщин. И он знает, как можно вызвать вас на эмоции, как можно вывести вас на эмоции. Он понимает, что если он немножко охладел, отдалился, отстранился, вы сразу впадаете в панику. И таким образом он вас держит в определенных рамках. Именно таким образом. Потому что как только вы начинаете себя чувствовать императрицей и начинаете входить в свои права и понимать, что вы тоже имеете на него большое влияние, он сразу вас вгоняет в состояние неуверенности, отдаляется от вас, чтобы вас, знаете, так, приструнить. Знай свое место. То есть, да, здесь есть момент манипуляции. Держать вас в неуверенности, особо вам не говорить, естественно, свои намерения и свои планы, держать вас в таком состоянии, чтобы вы не знали, собственно, что будет завтра, чего от него ожидать. Вот такой здесь есть момент. Но это все идет от его эгоизма и от его желания контролировать ситуацию, потому что этот товарищ, король жезлов, он у нас очень контролирующий. Он хочет все держать в своих руках и контролировать, соответственно, контролировать вас. Он прекрасно понимает, что у вас тоже есть сила и характер, и что вы имеете над ним определенную власть, но этого он вам показать не хочет. Он не хочет, чтобы вы это знали. Вот так. Давайте посмотрим его отношение к другой женщине. Его отношение к другой женщине. Десятка мечей. Ну, тут очень сложные отношения. Во-первых, у них отношения вообще могут быть на грани, на пределе. Или же они могут постоянно приходить вот к такому моменту, что все, вот сегодня точно все. И он себя может в отношениях с ней вести точно так же в чем-то, как с вами. То есть это вот это ближе, дальше, да. Я пришел, я ушел. Он держит ее в неизвестности. У них там постоянные ссоры, постоянные стычки, постоянно происходит борьба и постоянно угроза разрыва отношений. Он ту женщину держит тоже в неизвестности относительно своих планов, своих намерений, возможно, даже своих чувств и эмоций по отношению к ней. Он постоянно ее держит на пределе, на грани.
но и сам он тоже. То есть я думаю, что в тех отношениях у него намного больше стресса, намного больше неприятных моментов, чем с вами. Это может быть тайная женщина. То есть, может быть, вы супруга, да, или та женщина, с которой этот мужчина живет. Может у кого-то такое здесь быть, но не забывайте, что расклад общий. Потому что здесь показывают верховную жрицу. Часто она нам показывает тайную женщину, что, возможно, именно здесь идут какие-то тайные отношения. Если же вы смотрите на его жену, да, допустим, вы знаете, что вы тайная женщина или, скажем, не супруга, а здесь у нас идет жена, ну, в таком случае между ними нет откровенности, между ними стоит очень много тайн, неозвученных каких-то моментов, неозвученных проблем. Это говорит о том, что люди, у них нет контакта, они не могут между собой коммуницировать. Так, у меня здесь все дребезжит. Они не могут между собой коммуницировать так, чтобы как-то наладить свои отношения. У них нет контакта. Каждый из них что-то скрывает, у них тайны. Ну, у мужчины точно тайны. Женщина это, возможно, знает о его тайной жизни, но они это не обсуждают. Это стоит между ними. Вот эта тайна, вот эта неопределенность стоит между ними. И именно из-за этого у них постоянные стычки, скандалы, склоки. И вот я говорю, здесь отношения постоянно идут на грани разрыва. Как она себя чувствует в этих отношениях? Ну, 5 чаш. То есть здесь постоянные склоки, как и по 5 жезлов. Видите, у нас здесь 2 пятерки сразу выходят и 10 мечей. То есть здесь очень сложные отношения, в которых нету никакой радости. Здесь только претензии, скандалы, непонимание друг друга и даже нежелание понять. Потому что мужчина просто здесь в такой ситуации, когда он просто старается от нее как-то отдалиться, абстрагироваться, не слышать ее, он просто ее отключает. Когда она ему начинает что-то говорить, он просто ее отключает как радио, и он не хочет ее слышать и слушать. Как он себя ощущает в этих отношениях? 3 чаш. Ну, мужчина просто в треугольнике, поэтому он себя успокаивает тем, что у него есть другая. Вот так вот. Он говорит, как-нибудь я потерплю. То есть он в такие моменты, когда у них споры и стычки, он пытается абстрагироваться, отключиться и думать о другой женщине, то есть о вас. И может быть в этом и есть причина, почему он в других отношениях находится. Это для него как выход, как отдушина. И опять же, здесь есть такой момент эгоизма, когда он говорит, ну ты можешь здесь кричать, ты можешь требовать, ты можешь обижаться, а я буду делать то, что мне приятно, то, что я хочу. Вот по треугольнику, по 3 чаш, да, я все равно буду делать так, как хочу я. Что бы ты здесь ни говорила и какие бы средства ты здесь не использовала. А средства у нее это крики, скандалы, возмущение, недовольство. А он уходит в себя и как бы в свои другие отношения. И, возможно, именно в момент этих скандалов он вспоминает вас или бежит вам позвонить, или просто убегает к вам. То есть вот так. Это для него как способ убежать от реальности вот в этих отношениях. Давайте посмотрим, почему мужчина не принимает какое-то конкретное, категоричное решение. Например, если он вам что-то обещает, да, почему он не исполняет это обещание, почему он не уходит. Его метание для чего? Это искреннее метание, или же это его способ усидеть на 2 стульях? Почему он мечется и ничего не решает? 8 чаш. Он как будто уходит от проблемы этой. То есть он уходит от проблемы, не уходя от нее. Получается вот так. Если он до сих пор остается в этих отношениях здесь с этой женщиной, он уходит от проблемы, не уходя от этой женщины. Он не хочет об этом думать, он не хочет решать. Почему? Что за этим стоит? Пытается подстраиваться под ситуацию, может быть, его страшит какой-то выбор. То есть он этот выбор не может сделать, 2 пентаклей. Он говорит, я не хочу об этом думать, я не хочу это решать. Я сейчас пока попробую усидеть на 2 стульях. Вот это реально. То есть мужчина хочет сидеть на 2 стульях, все для этого делает, не обостряет ситуацию. То есть он не доводит ситуацию до какого-то финала. Не с вами, но с вами он не хочет никакого финала. Он хочет вас держать в состоянии неизвестности,
Здесь этот финал, он уже как бы здесь, на пороге, да, но он все равно почему-то не доводит до этого финала. Пятерка мечей. Ну, человек просто приспосабливается, обманывает. Здесь есть какая-то мстительность у него, знаете, вот как будто бы он этой своей другой женщине хочет даже отомстить. Зная, сколько он ей причиняет проблем, как будто мстительность какая-то здесь есть. Что он не выходит, он не ставит точку. Может быть, ему это доставляет какое-то удовольствие, какую-то радость, что за него кто-то борется, что к нему кто-то испытывает чувства. Что он получает от этого? Маг. Ну, смотрите, что он получает. Он чувствует себя всесильным, хозяином положения. Конечно, здесь есть какой-то вторичный бенефит, который он получает именно из этого. Это как допинг ему какой-то эмоциональный, что две женщины думают о нем, что две женщины переживают из-за него. И здесь еще есть такой момент, что только я могу решать в этих отношениях, и в тех, и в ваших, и в этих отношениях, да, только я могу решать, решение за мной, я все держу в руках, я манипулирую до тех пор, пока меня это устраивает, я буду дергать за ниточки, играть на чувствах. Я уже сказала, здесь есть какая-то мстительность вот по отношению к этой женщине. А может быть и к вам тоже. Знаете, вот что-то такое, что последнее слово будет за мной. Что не вы решите, кому из вас уйти, а все равно последнее слово будет за мной. Ну, конечно, здесь манипуляции. А за манипуляциями, кстати, всегда стоит какой-то страх. Какой страх? Чего он боится? Боится принимать решения. Вот у него почему-то есть страх каких-то кардинальных изменений. Боится принимать решения, потому что боится перемен, которые эти решения могут за собой повлечь. Он не может подстраиваться к реальности. Он хочет реальность подстраивать под себя. Страх почувствовать себя слабым, что, возможно, кто-то примет какое-то решение, которое будет не его решение, да, и ему придется как-то подстраиваться под эту новую реальность для себя. И вот это его страшит. Поэтому он хочет все контролировать. Ну и знаете, как человек, который привык во всем себе потакать своим желаниям, да, нам же здесь не зря показали эгоизм, что человек действует, исходя из собственных хотелок. Он делает так, чтобы ему было хорошо, ему было приятно. То здесь вот этот страх есть лишение каких-то своих удовольствий, необходимость подстраиваться под реальность, что у него что-то заберут как будто бы. Поэтому он из последних сил он будет стараться контролировать сам эту ситуацию и манипулировать. Настаивать на своем. И он не хочет никаких серьезных разговоров. Он все серьезные разговоры именно поэтому встречает в штыки. Потому что он боится, что этот серьезный разговор может привести к какому-то решению, которое его не устроит. Поэтому если вы с этим мужчиной не можете построить диалог, то вот именно поэтому он может стать агрессивным, вы не добьетесь от него никакой правды, вы не добьетесь от него никаких ответов. Скорее это будет просто агрессия, злость, потому что он не может вести конструктивный диалог. Потому что этот диалог может привести к чему-то, каким-то нежелаемым для него последствиям. И он старается все переводить на легкую очень базу, на легкую основу, что давай об этом не будем говорить, зачем ты опять, что неужели нам так плохо, давай перестань говорить об этом. То есть у человека могут быть различные методы, да, как он уходит от разговора. Но если он решит уйти из каких-то отношений, то это должно быть только его решение, только он сам может это сделать. Ни в коем случае никто другой, только он сам. Потому что у него тогда будет ощущение, что я это сделал сам, так, как нужно мне, в тот момент, когда нужно мне. И он, кстати, может это сделать с легкостью. Он хочет легких отношений, он не хочет ни о чем думать, он не хочет ничего решать, он больше будет действовать по своему настроению, легко может уйти и легко, кстати, может и вернуться в отношения. Вот здесь не зря показали нам цикличность, да, когда человек может исчезнуть и потом появиться. И появиться, как ни в чем не бывало. Пусть даже он когда-то решил, что все, я ухожу,
да, после какой-то ссоры, например, после неприятного разговора, после того, как вы попытались его, или вот эта женщина попыталась его призвать к ответу, посадить на стул и что-то ему говорить или что-то его спрашивать, он исчезает, он злится, он может разорвать отношения и через какое-то время появиться, как ни в чем не бывало, потому что ему хорошо. Вот несмотря ни на что, ему хорошо. Он любит сидеть на двух стульях. Давайте посмотрим, как он видит продолжение ваших отношений. Его глазами. Ваши дальнейшие отношения. Королева Пентаклей. Конечно, хочет оставаться в отношениях с вами. Если вы его жена, он не собирается разводиться. Если вы не жена, все равно вы для него женщина, вот как нам здесь уже показали, императрица, королева Пентаклей. Это женщина, которая в его жизни надолго. Если не навсегда, то надолго. Это такой долгосрочный роман, долгосрочные отношения. Он планирует их продолжать, развивать. Он видит вас как женщину, с которой он хочет быть. Справедливость. Ну, серьезно, здесь вы можете быть реально женой. В любом случае, как он видит ваши отношения, что он будет оставаться с вами. Для него это правильно, для него это правильное отношение. Отношения, где он находится по своему желанию. И он чувствует, что ну, как бы это те отношения, которые ему нужны. Что вы друг другу подходите. Он все здесь уже 100 раз взвесил, перевзвесил, перемерил. Вы та женщина, которая ему нужна. Ну да, конечно, двойка чаш. То есть здесь есть не просто логика, разум, практичные какие-то соображения. Здесь есть чувства, эмоции. То есть он хочет реально быть с вами. И он считает, что, конечно же, естественно, вы тоже хотите быть с ним. То есть у вас вот такой равноценный идет обмен, когда у него есть чувство к вам, у вас есть чувство к нему. Вы две половинки. И вы та женщина, которая заботится о нем. И, конечно же, он этого заслуживает, как он считает. И у вас все хорошо. Все, что между вами происходит, его устраивает. Поэтому, конечно, с вами он будет оставаться в отношениях, и он будет хотеть эти отношения продолжать. Как он видит отношения с другой женщиной? Какое будущее он видит для других отношений? Ну, просто война. Просто война, то есть он собирается отстаивать свои интересы, делать так, как он считает нужным, поступать, возможно, с ней вообще никак не считаясь, повешенный. Также он может считать, что она будет продолжать свою линию поведения. То есть здесь каждый остается при своем. Она ведет себя так, как она себя ведет, пытается ему что-то доказать, что-то у него узнать. То есть вот эти все скандалы, вот эти все трения, это все будет продолжаться. Он так это и видит, что она будет стоять на своем, я буду стоять на своем. Мы как бы вроде как и вместе, но каждый из нас это отдельная личность, повешены. То есть ситуация никуда не будет развиваться и меняться. Он не видит каких-то перемен для себя. И возможно, что и не хочет. Пятерка пентаклей. Но он видит все очень в негативном ключе. Здесь у нас уже вышло 3 пятерки на эти отношения. Это кризисные отношения. Это отношения, в которых нету гармонии, нету счастья, нету взаимопонимания. Пятерка пентаклей. Ну что, здесь может быть, кстати, какая-то финансовая зависимость, да, от этих отношений. Или еще какая-то зависимость. Но почему-то он не хочет ничего менять. Или он не видит для себя возможности что-то изменить. То есть он видит это как повешенного, то есть отношения, которые ни в ту, ни в другую сторону не изменятся. Возможно, даже чувствует, что ну, я ничего не могу сделать. Вот так, вот такое отношение. Что я могу изменить? Я могу только принимать это как данность, вздыхать, разводить руками, чувствовать себя даже, возможно, жертвой в этих отношениях. Но ничего менять он не собирается. Он видит, что отношения так и будут продолжаться. Вот так, как они есть. Без счастья, без любви, без искренности, возможно, с какими-то зависимостями друг от друга, да, в этих отношениях.
И он, как нам здесь уже показывали, то есть в этих отношениях для него совершенно очевидно, что он будет оставаться в треугольнике. Вот так. Поэтому я здесь не вижу никаких перемен. Давайте попросим совет вам. Что вам надо знать сейчас об этой ситуации? Совет. Луна. Смотрите, мне здесь показывают Луну. 15-й аркан — это дьявол, хоть он здесь по-другому называется, и тройка пентаклей. Ну, во-первых, вам здесь говорят, что вы находитесь в зависимых отношениях или в созависимых, как это ни назови. Мужчина может зависеть от вас, вы можете зависеть от него. То есть здесь все замешано на эмоциях, которые даже трудно порой бывает понять, собственные эмоции, да, собственные порывы. И на самом деле очень тяжело избавиться от этой зависимости в этих отношениях. То есть вы здесь можете настолько друг от друга зависеть и ранить друг друга постоянно, но постоянно друг к другу возвращаться. Потому что здесь, конечно же, затронуты какие-то очень глубинные мотивы у вас, у обоих. Если вам плохо, тяжело в этих отношениях, что вы можете сделать? Вы можете как-то с этим поработать, обратиться к помощи специалистов, вот по тройке пентаклей. Ну что, здесь просто нужно с кем-то поговорить или привлечь каких-то, я не знаю, психологов, специалистов, друзей. То есть, возможно, вмешательство третьих лиц вам как-то поможет. В том случае, если вы чувствуете, что вы хотите выйти из этих отношений, но никак не можете. Вы не можете избавиться от этой зависимости. Вот такой здесь совет. Но здесь самое главное, здесь, понимаете, вы сами должны решать, что вам делать, но здесь вам говорят, вы находитесь в зависимых отношениях. И, кстати, не только с вашей стороны, но и со стороны мужчины тоже. Мужчина точно так же может зависеть от вас, как и вы от него. Здесь идут отношения вопреки всему, вопреки здравому смыслу, вопреки логике, вопреки всему. То есть вы настолько хотите быть вместе, что вас тянет друг к другу, будете друг к другу возвращаться. Даже если в какой-то момент ваши отношения закончены, потом могут быть бесконечные возвраты, и все будет идти по кругу. Именно вот из-за этого. Но здесь еще может быть такая подсказка, что вы как женщина, как императрица, да, и вот по Луне, вы обладаете очень сильной интуицией, и вы тоже имеете большое влияние на эту ситуацию. То есть при желании вы можете влиять, при желании вы можете менять, вы можете как бы держать ситуацию под контролем, если вы сознательно будете это делать. Просто здесь надо из состояния жертвы, если вы иногда впадаете вот в такое состояние, а мне здесь показали, что вы можете впадать в состояние жертвы, вам нужно просто переходить в императрицу, потому что императрица может управлять ситуациями, справляться с зависимостями. И вот здесь вот такая подсказочка вам тоже есть. На этом я закончу свой расклад. Спасибо большое всем за внимание, за подписки, за лайки. И до следующих раскладов.